Привет, друзья! В данном видео рассмотрим процесс установки сразу нескольких сайтов WordPress на вашем сервере через Docker Compose и Portainer. Данный вариант отличается от стандартной установки через консоль сервера гибкостью настройки и повышенной безопасностью, так как каждый сайт и база данных к нему будут располагаться в своем собственном контейнере, что обеспечит стабильность работы и безопасность каждого отдельного сайта. Но данное решение создает дополнительную нагрузку на сервер. Имейте это в виду при планировании своей серверной инфраструктуры. Все коды, переменные и содержание файлов Docker Compose вы можете найти по ссылке в описании. Кстати, для удобства я создал отдельную группу в Telegram с темами под названием Нейроавтомата Hub, где буду публиковать все команды для терминала. Содержание файлов Docker Compose из видео на моем канале. Убедительная просьба: копируйте все коды только с десктоп-версии приложения Telegram. В данном случае скопировать участок кода можно одной кнопкой, и сохраняется форматирование текста, которое предельно важно для синтаксиса Docker Compose файлов. Веб-версия не копирует форматирование, что может вызвать ошибки. Чуть позже я продублирую всю информацию с группы Нейроавтомата Hub на свой сайт, чтобы вы могли копировать правильный код, к примеру, не устанавливая Telegram. Начнем. Процесс настройки своего собственного сервера, регистрацию доменного имени и выдачу сертификата SSL в данном видео разбирать не будем, потому как я довольно подробно разобрал эти вопросы в этом видео. Будет в всплывающей подсказке и в описании. Для понимания обрисую общую схему. Сначала мы создаем общую сеть, через которую мы будем соединяться со всеми базами данных через PHP-MyAdmin. И далее уже в эту сеть будем ставить все новые сайты со своими портами. Далее можно привязать сайты к доменам и выдать сертификаты безопасности. Итак, после того, как вы установили Portainer, нужно первым делом создать сеть. Копируем название, это важно. Данное название мы будем указывать во всех стеках. Переходим в раздел Networks. Вставляем название, драйвер оставляем по умолчанию Bridge. Остальные настройки можно не трогать, создаем сеть. Далее создадим стек с PHP-MyAdmin. Это общая панель управления для всех баз данных. Мы лишь будем указывать, к какому контейнеру соединиться. Переходим в стеки, добавляем, назову как PHP-MyAdmin, вставляем блок кода с Телеграма и нажимаем Deploy Stack. Тут никаких настроек делать не нужно, все просто. Обратите внимание, у PHP-MyAdmin будет порт 8080. Стек установлен, идем далее. Итак, поставим первый сайт, назову как WordPress 1. Повторюсь, копировать все команды лучше из десктопной версии Telegram, так сохраняется форматирование, и оно очень важно для синтаксиса Docker Compose. Я подготовил инструкцию с комментариями прямо внутри кода. Как вставить этот блок в Portainer, необходимые участки кода подсветятся. Копировать можно, нажав левой клавишей по рамке или по кнопке в углу. Вставляем. Как видно, код подсветился и все стало более понятно. Сейчас объясню, что за что отвечает. Но давайте сначала вставим переменное окружение. Копируем, спускаемся ниже и заходим в расширенный режим. Вставляем и выходим из режима кнопкой Simple Mode. Комментарии у переменных удалились, но вы можете почитать их в Телеграме. Итак, вернемся к стеку. Те места, где вам нужно исправить текст, подписаны комментариями с инструкциями. Исправлять их надо, если вы будете устанавливать несколько сайтов. Если сайт один, все можно оставить по умолчанию, изменяйте только переменные окружения с доступом к базе данных. Думаю, описывать каждую строчку не буду в данном видео. Просто добавлю и еще одну версию, где прокомментирована каждая строчка. Если вкратце, в данном стеке мы создадим два контейнера. Допустим, в стеке контейнера базы данных мы задаем, какой образ использовать для установки, название контейнера, как перезагружать в случае падения, задаем root-пароль, название базы, пользователя к ней и пароль этого пользователя. Конструкции текста с долларом перед кавычками — это переменные, которые внесены в переменное окружение ниже. Можно обойтись без них, но поскольку некоторые данные надо дублировать, для удобства и простоты были использованы именно переменные окружения. Единственное, что я не смог вывести все данные, потому что синтаксис создания, к примеру, дома или виртуального диска для контейнера не читает правильно переменные, поэтому кое-что придется прописать вручную. Именно то, что подписано комментариями. Меняйте только определенный текст, допустим db1 или db-data1. Для удобства для всех последующих сайтов можно просто прибавлять цифру, например db2 или db-data2.
принципе, тут ничего сложного. Поймете более подробно, когда будем устанавливать второй сайт. Кстати, вот указана наша сеть, которую мы создавали ранее. Далее, переменное окружение. Указывайте логины, пароли, название базы данных. Но самое главное — это поменять порт, по которому будет доступен сайт. И сайт name. Это даже больше имя контейнера, а не сайта. Просто названо для удобства. Кстати, по этому названию мы будем входить в PHP-MyAdmin. Что же, запускаем развертывание стека. Все готово. Зайдем в него. Напоминаю, мы указывали порт 8081. Давайте перейдем на наш сайт по IP-адресу сервера и данному порту. Устанавливаем WordPress. Обратите внимание, указывать данные базы данных уже не требуется. Они прописались автоматически. Нам лишь необходимо написать название сайта и добавить администратора. В общем, вот панель управления, все работает. Добавление шаблона для сайта я рассматривал в предыдущем видео. Если интересно, посмотрите. Вот главное нашего сайта. Ну и давайте сразу создадим второй сайт. Добавляем новый стек. Я назову WordPress 2. Вставляем блок кода с Telegram, тот же самый, и меняем значение. Я буду просто указывать цифру 2. db2, далее db-data2, далее снова db2, снова db2, порт не трогаем. Ну и нижний db-data2. Обратите внимание, данное слово должно совпадать со словом в строчке 4. Здесь тоже. Ну а слово db-data2 должно совпадать со словом в строчке 14. Не забываем переменное окружение. Я переименую все значения root пароля базы данных, пароля простого пользователя, которого мы назовем WordPress 2, ну и название базы данных. Самое главное — это поменять порт. Теперь он будет 8082. И сайт или название контейнеров. Докер требует, чтобы названия контейнеров даже в разных стеках были уникальными. Разворачиваем стек. Порт 8082. Переходим. Снова устанавливаем новый сайт. Итак, вот они, наши два сайта. Давайте дадим им доменные имена. Напоминаю, что подробный мануал по регистрации доменного имени, настройки сервера, выдача сертификата безопасности вы можете найти в описании. А я лишь вкратце и по-быстрому это сделаю. Устанавливаем новый стек с Nginx Proxy Manager. Кстати, код для него вы также можете найти в группе Neiroautomata Hub или на сайте впоследствии. Название Nginx и Deploy. Напоминаю, что доступен он будет по порту 81. Переходим, вставляем стандартный логин и пароль, далее указываем свои данные, ну и добавляем новый прокси-хост, а именно наши созданные сайты. Я заранее прописал NS-адреса и данные в записи для данного домена и поддомена. Копируем IP-адрес и порт нашего первого сайта. Добавляем сертификат безопасности и привязываем. Давайте перейдем по нашему адресу. И как видно, у нас открыто доменное имя и следом порт нашего сайта, что естественно не даст нормально отобразить сайт. Это простой редирект, который прописан в настройках WordPress, поскольку мы ставили сайт на IP-адрес с портом, а не на доменное имя. Именно IP-адрес и прописался в настройках, что дает подобный редирект. Исправить это довольно просто. Нужно лишь прописать новое доменное имя в базе данных. Для этого заходим в наш общий PHP-MyAdmin, который мы устанавливали самым первым. Обычно вкладки «Сервер» нет, но мы с вами установили вариант для доступа ко всем базам данных. Если вы не записали данные от доступа к вашей базе данных, посмотреть их можно прямо в стеке с сайтом панели управления Portainer. Переходим в стеки, наш сайт, на вкладку редактора или эдитор и разворачиваем переменные окружения. Site name — это и есть значение, которое нужно вводить во вкладке сервер. Далее нам нужен user и пароль.
Вот база данных нашего сайта WordPress. Переходим в раздел WP Options. Нам нужно изменить вторую и третью строчку. Нажимаем «Изменить». Вставляем прямо с HTTPS. Сохраняем. Ну и третью строчку. Проверяем. Готово. По аналогии добавляется второй сайт. Ну и напоследок быстренько расскажу, как найти файлы вашего сайта на сервере, потому что теперь они располагаются в месте хранения самого контейнера. Для этого переходим в командную строку и набираем данную команду. Скопировать ее можно с канала Нейроавтомата Hub. Выводим в консоли список всех контейнеров командой docker ps. Допустим, мы хотим найти сайт 2, который мы установили. Сайт 2 сайт — это файлы WordPress, а просто сайт 2 — это наша база данных. Давайте найдем файлы сайта. Здесь нам необходимо заменить имя вашего контейнера на имя контейнера, который вам нужен. В данном случае сайт 2 сайт. Нажимаем Enter. И вот нам консоль отобразила две папки. В первой располагаются все основные файлы WordPress, а во второй изменяемые. То есть файлы шаблонов и плагинов и прочее. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Хороших вам автоматизаций, генераций и сайтов. Пока.